Google Opal — конструктор AI-приложений без кода. Пишешь, что хочешь, получаешь готовое приложение, ну или скорее агента. Многие уже навесили на него громких ярлыков убийцы Нейтан. Сегодня посмотрим, как это работает. Опал стал публично доступен не так давно, сначала как эксперимент Google Labs. А сегодня платформу могут тестировать не только в США, но и в ряде других стран. Сразу оговорюсь, что мне для обзора понадобился VPN США. Минус, конечно, но пока так. И да, это все еще экспериментальная версия. Опал — это ноу-код-конструктор, превращающий обычное текстовое описание задачи в полноценное AI-приложение всего за пару минут без навыков программирования. Сравнивают Опал в первую очередь с таким инструментом, как Нейтан, но Опал принципиально заточен именно под работу с искусственным интеллектом, автоматизацией и генеративными задачами. Как он работает? Платформа позволяет создавать веб-приложение через простой текстовый запрос. Вы описываете логику приложения, а Opal создает цепочку AI-моделей, шаги и интерфейс. Делает за вас автоматически, визуализируя все в графическом редакторе. Для работы используются флагманские модели Google: Gemini 2.5, Imagen 4 и Veo для генерации текста, обработки изображений и видео. После авторизации откроется меню настроек. Здесь вообще немного пунктов, но есть видеоинструкции, что очень полезно. Далее мы видим примеры работ, которые были сделаны командой Google. Давайте посмотрим, как работает, к примеру, агент, который создает видео для маркетинга. Вот так все приложения представлены в редакторе. С этими примерами можно делать свои ремиксы, корректируя под себя. Основное — блоковая схема с пошаговыми действиями. Каждый шаг можно посмотреть отдельно. Здесь расписан промпт и модель, которая будет его выполнять, а также заданы связи между блоками. В правой части экрана предпросмотр приложений, консоль с блоками, меню «Шаг», в котором отображается содержимое выбранного шага. Тут же его можно править. Над редактором можно переключить режим на само приложение и уже полноценно работать в нем. В данном случае на первом шаге ввести продукт, который рекламируем, и целевую аудиторию. И все. Думал минуты 3 и выдал вот такую рекламу. Креативно, но не будем оценивать саму рекламу. Важно, что видео можно сохранить, как и весь результат в целом. Теперь давайте что-нибудь создадим сами. Нажимаем «Новый проект» и попадем в чистое поле редактора. Встречают такие вот симпатичные подсказки. Какие тут есть возможности? Про меню справа уже рассказывал, есть только еще тема — визуальное оформление. Первое в редакторе — создание в ручном режиме. Можно самому создавать блоки данных на входе, свободные блоки, в которых описываются все необходимые действия и выбирается модель, какой результат нужно получить на выходе. Ставятся связи между этими блоками. И можно подключать еще источники вплоть до ссылки на YouTube. Но хотелось бы посмотреть, как Opal сам все это создаст по запросу. Создаем новый проект. Попробую создать себе помощника. Пусть он проанализирует тренды на YouTube в цифробезе и предложит 5 тем для видео. Плюс, что важно, аналитику хотелось бы сохранить отдельно в таблице. Пара минут, и вот такая цепочка в результате. Все расписанные промпты можно править, как и выбрать модель, с помощью которой и будет осуществляться действие. Здесь полный набор от Google по разным специализациям, вплоть до генерации музыки. Если не согласны с выбором Opal, легко можно поменять. Кроме того, уже вручную можно редактировать и сами блоки, менять связи и добавлять новые. То есть он в первом приближении реализовывает вашу идею и задает определенную логику, а дальше уже можно допиливать, если что-то не устраивает. Не буду ничего трогать, посмотрим, как работает и так. Переходим из редактора в приложение и запускаем. Просит тему видео на старте, и все. Пошел думать. Минут за 5 справился и показал вот такой топ-5 тем. Но на основании чего он это сделал? В промпте был запрос на таблицу с аналитикой. И вот его я нашел уже на своем диске. Он автоматически сформировал таблицу и положил на мой диск, доступ к которому я дал при авторизации. Довольно интересно получилось. Со ссылками, показателями просмотров и описанием. Полученным результатом можно поделиться. Жмем вверху на команду «Поделиться», и тут можно сформировать ссылку, по которой любой желающий может перейти и тоже пользоваться полученным агентом. Следующая задача — работа с видео. Генерировать фон по словам диктора. Такая альтернатива стоковым видео, которые нет-нет, да и могут понадобиться. Здесь цепочка выглядит намного проще, всего 3 блока.
Сначала подготовка более подробного промпта. Здесь поменяю модель. Ну и сама генерация видео в Veo, тут спорить с ним бессмысленно. Переходим в приложение и запускаем. Был прекрасный зимний день, шел снег. Тут уже думал дольше, но вот результат. 8 секунд продолжительность и, в принципе, соответствует. День прекрасный, снег идет. Видео можно скачать. Все приложения остаются на главной странице, их тут, кстати, можно удалять. Теперь попробуем работу с изображениями. Идея такая. Загружаем фото, выбираем стиль, и фото обрабатывается. Здесь уже два блока ввода данных. Опал так решил. Загрузить фото, следом выбрать стиль. Логично. Ну и для генерации выбрал Nano Banana. Грузим фото, просит выбрать стиль. Пусть будет мультяшный, и все. Результат, как в Nano Banana, сделал доступным увеличение и скачивание изображения. Ну и давайте в завершении немного аналитики. Пусть собирает новости об искусственном интеллекте. Обратите внимание, здесь он уже сам добавил шаг с Deep Research. Ввода данных не нужно, единственное, он спрашивает, как выдать результат. Тут или сразу в Google Doc. Пусть тут. В итоге получилась вот такая подборка. В заключении хотелось бы отметить плюсом весь спектр моделей от Google, на который опирается Опал в процессе разработки, а также возможность доработки вручную, потому что это все-таки пока экспериментальная версия и неточности случаются. Да и модели не всесильные, увы. Подведем итог. На мой взгляд, Опал — это не революция, а скорее эволюция. Google сделал ставку на простоту и AI, и пока это работает, но с оговорками. Годится для быстрых прототипов и экспериментов, но не для чего-то серьезного. Плюс доступен не везде. Вопрос в другом. Это только начало, эксперимент. Следим и тестируем, во что это перерастет. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.